Всем привет! Было время, когда общество придерживалось определенного строгого кодекса поведения и понятия чести. Слово джентльмена было крепче письменного контракта. А то, что происходит сейчас, когда-то описал английский историк, философ и культуролог Арнольд Тойнби. По Тойнби в стадии роста цивилизацию ведет вперед созидательное меньшинство. Оно уверено в себе, оно воодушевляемо сознанием своей добродетельности, а пассивное большинство, оно следует механически, имитируя предлагаемые образцы поведения и вкусов. Далее уже делая это поверхностно. И когда цивилизация вступает в фазу распада, созидательное меньшинство просто впадает в депрессию, теряет в себе уверенность, утрачивает былой идеализм, погружается в цинизм, перестает верить в свою миссию и просто слагает с себя груз ответственности. Главный симптом распада общества по Тойнби – это когда доминантное меньшинство, так он называет интеллигенцию, как вы уже поняли, утрачивает веру в свое предназначение и начинает подражать большинству, то есть уподобляется. Режиссер театра и кино Андрей Тарковский в своих дневниках писал: «Все, что требует усилия, ныне находится в пренебрежении». Поэтому, наверное, исполнительское, да и вообще любое другое мастерство, как выясняется, наверное, особенно и не нужно, в отличие от изворотливости. Я молчу об академическом искусстве, но даже любую инструментальную музыку в чистом виде за пределами столицы люди также вообще не готовы уже воспринимать. То есть об усилиях восприятия, о чем говорил Тарковский, об усилиях восприятия материала, получается, что и говорить не приходится. К тому же наша массовая культура, она ориентирована уж точно на внутренний рынок, что также влияет на рост ее качества, точнее отсутствие этого роста. Откуда тогда растут ноги деградации? Давайте попробуем найти истоки, а вы помогайте мне. Может быть, это из-за коммунистической пропаганды, которая представляла необразованные сословия как носители передовой идеи. То есть все эти 100 лет советская культура чувствовала себя обязанной простому человеку и добровольно выбрала себе роль обслуги его интересов. А такая позиция дала повод этому простому человеку высмеивать высокомерные книжки. Кстати, заметьте, интеллигентишка опять стал ругательством. Как добиться того, чтобы массовое стало менее пошлым и менее низкопробным? Это очень сложный вопрос. Может быть, просто должно вмешаться уже государство, чтобы как-то вынудить телеканалы скорректировать свою сетку телепередач. Или, может быть, нужна, я не знаю, какая-нибудь культурная цензура в интернете. Что мы сейчас имеем? Интересно очень. Получается, у нас такой вот безусловный разрыв между прогрессом технологий и убожеством их наполнения. Да, образованный взрослый человек, он может, безусловно, ставить себе фильтры и выбирать то, что ему действительно нужно. А, допустим, молодежь или школьник, они же вообще беззащитные перед вот этим потоком информации, который на них льется. Еще и подкупают разными способами. Да и всем известно, что кто не с нами, тот против нас. У меня такой вопрос. Почему современная литература так принижает себя для того, чтобы быть услышанной? Зачем она это делает? Для чего? Ведь ей приходится каждые 5 лет спускать планку еще все ниже и ниже. Всегда было правило, надо не только высоко писать, но и высоко читать.
Читатели – это соучастники процесса творчества. Каков писатель, таков и читатель. А кто и что сейчас продается лучше остального? А куда делись, не знаю, там, грамматические конструкции, формулы, метафоры, образы, допустим, для описания гаммы чувств? У нас прям везде. Пиши и сокращай просто. Таков и язык. Кто сейчас у нас в центре внимания в современной литературе в большинстве своем? Это убийца, наркоман, маньяк и проститутка. Ну, прекрасно. Мы теперь почему-то должны понять их мысли, их идеи, проникнуться их чувствами. Понимаете? Да, тот, кто говорит в искусстве, он должен быть услышан. И получается, что нам теперь хотят передать писатели? Хотя о чем это? Кому это надо вообще? О том, что инструментальная музыка не нужна, открыто говорят редакторы телеканалов, редакторы радиостанций. О том, как их разворачивают к двери, рассказывают и композиторы-песенники. Поинтересуйтесь, вот в YouTube есть такие видео от непосредственных участников событий, так скажем. Я думаю, не секрет, что современные юмористические шоу хоть и не вызывают слабоумия, но уж точно способствуют инволюции. И у меня тоже есть знакомые, которые просто ухахатываются от передачи «Что было дальше?». Да что говорить, там цифры говорят сами за себя. 20-30 миллионов просмотров за месяц. А это что значит? Это такой бешеный интерес к тому, как унижают человека. Это пока весь мир у нас борется с буллингом. А в то время мы, да? Наши же оставляют его для просмотра вечерком, поучиться приемам за чашкой чая. Каждодневный пример, как нужно общаться и кому необходимо подражать. Ну, там цифры говорят сами за себя. Безусловно, и раньше было разделение на массовую и другие виды культур. Но вот это вот насаждение разлагающегося поведения в массовой культуре, я не знаю, такого еще не было. Это что-то новенькое. Валентин Гафт как-то сказал, свободу мы поняли неправильно. Мы ее приняли за вседозволенность. Вот как хотите. Можете соглашаться, можете нет. Кстати, вы не задумывались, почему старцы, монахи и там, не знаю, какие-то просветленные люди, они почему-то уходят от людей? Они не хотят учить их, делиться опытом, жить среди них. У вас есть предположение? Я думаю, не секрет, что больше половины подростков имеют полное равнодушие к истории, к отечественной и зарубежной литературе, к музыке, к изобразительному искусству. Им это все не нужно, они так и говорят. А уж, извините, культурного развития в школе, не предусмотрено. Как-то так. И что транслируют СМИ, на том, пожалуйста, и учитесь. Уменьшение количества людей, способных двигать культуру, это проблема власти или это личное дело каждого? Как вы думаете? Может, проблема истинной культуры в нежелании ее понять? Тогда, знаете, уж и ассимиляция не страшна. Ведь замечать ее уже будет просто некому. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то интересные мысли по этому поводу, пожалуйста, оставляйте. Спасибо, что посмотрели. Ставьте любую реакцию, какую хотите. Всем пока.